Крушение новозеландского тримарана MY Эдди Гилл. Он представлял собой 24-метровый пробивающий волны тримаран, первоначально созданный в рамках проекта по установлению мирового рекорда кругосветного плавания на моторной лодке. Лодка была спроектирована Low Motion Design и построена компанией Caliber Boats в Новой Зеландии. Волнопроницаемая конструкция позволила повысить скорость и устойчивость. Она могла преодолевать 15-метровые волны и проходить под водой на 7 метров. Корпус был составлен из композитного углеродного волокна и кевлара. Лодка была оснащена двумя двигателями мощностью 540 лошадиных сил, которые работали на биодизельном топливе из смеси животных жиров и растительных масел. Он также мог работать на дизельном топливе. Двойные гребные винты были установлены под корпусом, а рули установлены в понтонах. Такая конструкция обеспечивала хороший поворот на скорости, но ограничивала маневренность на скорости ниже 12 узлов. Стоимость в $2,5 миллиона была в основном профинансирована спонсорами, а единственным предметом роскоши на борту был туалет стоимостью $10 тысяч. Первая попытка установить мировой рекорд кругосветки в 2007 году оказалась неудачной. Лодка несколько раз сталкивалась с механическими проблемами и столкнулась с гватемальской рыбацкой лодкой, в результате чего погиб один из членов экипажа лодки, в которую она врезалась. После ремонта на верфи Валкан в порту Сагунта вторая попытка установить рекорд началась с 27 апреля 2008 года. На борту находились оператор, штурман, инженер и шкипер. Второе путешествие оказалось успешным, хотя снова пришлось преодолеть множество технических проблем, прежде чем был установлен рекорд по кругосветному плаванию на моторе. В 2009 году было объявлено, что Эдди Гилл будет сопровождать компанию Sea Shepherd в его операциях против японского китобойного промысла в китовом заповеднике Южного океана. Компания Sea Shepherd заявила перед путешествием, что Эдди Гилл не будет использоваться в качестве конфронтационного судна. Тем не менее, лидер Sea Shepherd Пол Уотсон позже заявил в октябре 2009 года, что с максимальной скоростью 50 узлов лодка будет использоваться для перехвата гарпунных кораблей и их физического блокирования, позволяя Sea Shepherd приложить самые амбициозные и агрессивные усилия на сегодняшний день, чтобы воспрепятствовать резне китов в Южном океане. За несколько дней до столкновения Эдди Гилл во время охоты вступил в бой с японскими китобойными судами. Экипаж загрязнял гребные винты японских кораблей и использовал картофельную пушку, чтобы стрелять капсулами с дурно пахнущей масляной кислотой, отравляющей китовое мясо, которое китобои получают во время охоты. Во время операции в Южном океане 6 января 2010 года лодка столкнулась в море с японским судном Shonan Mara 2, которое занималось охраной и поддержкой китобойного флота. В результате чего у Эдди Гилл была потеряна носовая часть и один член экипажа был травмирован. Экипаж был снят и спасательная операция была прекращена, на следующий день затонула. После случившегося каждая сторона возложила вину за столкновение на другую, и правительственные органы начали расследование инцидента. В сентябре 2015 года арбитр постановил, что команда Sea Shepherd преднамеренно и неправомерно затопила Эдди Гилл, намереваясь извлечь выгоду из публичности, которую принесет затопление. Компании, которая владеет Эдди Гилл, была присуждена компенсация в размере $500 тысяч. Владелец Эдди Гилл, Пит Битюн, поднялся на борт Shonan Mara 2 15 февраля 2010 года, заявив, что проводит гражданский арест капитана за то, что, по его словам, было попыткой убийства его и его команды, и предъявил требования на $3 миллиона за его потерянную лодку. Он был задержан командой корабля и доставлен в Японию, где он был арестован японской береговой охраной. Битюну было предъявлено обвинение по 5 пунктам. Незаконное проникновение на падение, незаконное владение ножом, уничтожение имущества и воспрепятствование ведению бизнеса. Он содержался без залога в тюрьме строгого режима 5 месяцев.
В июле 2010 года был приговорен к 2 годам тюремного заключения, но получил отсрочку исполнения приговора на 5 лет и был депортирован обратно в Новую Зеландию. Финансовые потери из-за крушения лодки оцениваются примерно в 1,5 миллиона долларов. Сообщается, что донор предложил 1 миллион на строительство Эдди Гилл 2. Sea Shepherd вместо этого приобрела Ocean 7 Adventure.